Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартива. Я сегодня буду, если что, немножечко СМР контент делать, потому что если я буду слишком громко орать, меня пообещали выкинуть на улицу. Как-то так, поэтому... Как-то так. Вот. Еще, кстати, ребят, спасибо за то, что отвлекаетесь на мои просьбы, за то, что ставите свои лайки, комментарии. Потому что у каждый лайк и комментарий, если что, продвигает мои ролики в тренд, в рекомендации, и наш становится намного больше, у нас становится намного больше аудитории, а мне осталось совершенно немного, до 1000 подписчиков, всего лишь каких-то 200 человек. Поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что это поддержит меня, так как я уже, наверное, сколько... Я уже довольно долго пишу контент, и мне бы хотелось 1000 подписчиков уже заработать. Заранее, как-никак. Поэтому поддержите меня. Подпишитесь, если не подписался. А еще, кстати, у нас есть телеграм-канал, где мы общаемся. Ссылка будет закреплена в комментариях. Там у нас есть общий чат комьюнити, поэтому присоединяйтесь к нам. Вот, помогите сделать свой комьюнити. Там я еще в телеграме пишу, если что, об обновлениях игры, о стримах, о видосах, там либо будет задержка, либо тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот такие вот моменты. Поэтому никакого флуда там нет и не будет. Можете как бы не волноваться за это. Так, ну смотрите, мне на самом деле со старта пришли боги, и тут есть жрец пятерка. И тут есть еще как вот этот вот парень. Купись! Ух. Я только что на мгновение подумал, что у меня не получится сейчас купить его. И тут есть еще вот этот орк-суммонер. У меня на самом деле сейчас такое, знаете, небольшое замешательство, что я же все-таки хочу видеть. В принципе, тут реально можно сыграть боги-орки. Вот боги-орки плюс эгида. Либо же... ну тут, скорее всего, будет кунг-фу. Понятно. Куда же без нашего любимого кунг-фу? Кунг-фу есть всегда, везде, был, есть и будет, и останется навсегда с нами, пока эта лютая мета этого патча просто не закончится. Мне на самом деле эта мета уже немножечко сидит в печенках. Вот прям чуточку сидит в печенках. Короче, есть две страты, как я хочу сыграть. Во-первых, это боги, орки плюс эгида. Эгиду в троечку делаем. Плюс следующая есть синергия, это... боги плюс жрецы, потому что есть боги пятерочка. И на самом деле я, наверное, склоняюсь больше к жрецам, так как это самая неожиданная сборка была бы против всех. Ее мало бы кто реально ожидал. Ну, кстати, я здесь раунд проиграл, не вспомню. Тут вайпер слишком мощный получается. Сразу закастил того человека, который фуловый у меня. Обычно, когда я играю на таких, то мне говорят: Саня, слишком многого хочешь. Слишком многого хочешь. Поэтому давай-ка мы немножко тебя приспустим на землю. И ты перестанешь так много хотеть. Такой, ну, давай. Так. Не знаю. Мне бы хотелось на кунг-фу поиграть. Я давно не играл на кунг-фу, давно их не записывал. Просто, знаете, такой лакшери видос еще сделать. Но потому что здесь раз кунг-фу, два кунг-фу. И я более чем уверен, что им совершенно скоро они придут. И я буду просто пальчик. Через двустрик. Можно реально боги-жрецы. Но если боги-жрецы, то есть не одно огромное но. Как через них играть? Первое. Потому что если будет кунг-фу, там просто одна панда развалит мне все и вся. Одна единственная панда, которая просто будет как заноза в одном месте выносить моих всех персонажей, и я ничего сделать не смогу. Трудно, трудно, трудно. Ладно. Уберем. Орки приходят, пока на орках поиграем. Через лустрик еще можно поиграть, кстати. Если этот лустрик, конечно, придет. Пока как-то мне очень странно приходит. ЦМ-ку, наверное, продам. Лустриком как-то и не пахнет. Мне приходят вообще охотники очень сильно. Но играть на охотниках против одной дурацкой меты. Не. Охотники, конечно, охотники шли хорошо, но я знаю эту тему. Я сейчас соберу охотников, буду на них играть.
А потом просто бац, придет против меня сразу же кунг-фу 1, кунг-фу 2, мне просто развалят даже моих охотников, я ничего сделать не смогу. Сделаю через синергию Киры, там придет мне 2 айтема, и все, и до свидания, там вся моя синергия, вся моя стратегия. Ты одну ману не зарегенил. Спасибо, ну все, ты в жизни теперь ману не зарегенишь. Если бы он ману зарегенил, на самом деле я бы двоих вынес. Если бы он просто ману зарегенил, но... Нет. Чего нет, того нет. Жалко, кстати, здесь Горна нету. Я хочу вам показать, кстати, как Горн работает. И на самом деле Горн довольно-таки эффективен против кунг-фу отчасти. Ну все, мне жрецы, по-моему, вообще приходить перестали. Ладно, играем на максимальном лустрике. Раз. И поиграем все-таки через жрецов. Два. Для того, чтобы играть на жрецах, мне нужно, наверное, все-таки будет 8 уровень. Это минимум. Либо же боги плюс эгида. Но так как эгида мне не приходит, скорее всего, это будут обычные жрецы. И, в принципе, на обычных жрецах довольно-таки интересно играть. Мне, на самом деле, очень нравятся боги-жрецы. Ну, просто сейчас мне не нравится. Чувака 2 двойки пришло, мне просто лицо снес. Можно, ну, что-то типа... Жрец? Что-то типа жреца можно? Или орки плюс эгида. Котел. Но тут магов будет тонна. Тут прям... Тут уже один котел пришел. Драконы тут 100% будет. Чувака эгида. Я вас понял, ребята. Расстановка. Распределение. Поделимся хпшечкой. И плюнь сейчас самого фулового. Знаете, когда у меня вайпер на столе, он всегда плюет в того, у кого меньше всего хп. Всегда. Тут же он идеально плюнул в того, у кого больше всех хп. А напишите в комментариях, кому вот так же самое везет, как и меня. Вот кому настолько же сильно везет, как и мне, что ваш вайпер плюет в самого фулового персонажа. Опа. Наныл получается. Но, кстати, мне и орки поприходили так нормально. Если жрец плюс орки. Жрец плюс орки. Сильно или слабо? Вопрос. Реально такой вопрос возник. Это сильно или слабо? Жрец плюс орки. Жрец плюс орки. Да давайте сыграем на жрецах. Ладно. Играем на жрецах. Орки-то приходят, это хорошо. Их можно и продать будет. А можно как усиление использовать. А можно вообще чего угодно делать. Ну, конечно, тут я сейчас суммонов будет миллион. Я не доживу. Буду получать по минус 200 миллиардов хп в секунду. В каждом раунде. Это дефолтная ситуация. Ну ладно. Так, сюда иди. Делаем пожирнее пик сейчас. Этих сюда. Это... Ну, одна надежда на него еще, я так думаю. Куда у него дольше? Хотя тут лучше ему пока закину. Лучше пока ему закину. Сейчас посмотрим. На самом деле реально можно поиграть через этого жреца. Взять 7 уровень. Максимально его проапгрейдить в троечку. Ну да, на 6-м, на 7-м взять проапгрейдить в троечку. Хотя нужен 8-й все равно. Если на 8-м тот дух приходит, то просто будет развал. Пока тут дух придет. Хотя бы мобам не откис. Что радует. На самом деле, если бы мобам откис, то было бы ну, такое. Неприятненько. Мне неприятно. В остальном мне все равно было. А так. Не, ну орки идут. Как душа болит, когда я так делаю сейчас. Но хочется на жрецах. Ну, как-то они чуть-чуть пришли, и я все-таки испытываю надежду к ним. А мало ли...
Но все-таки, а мало ли. Эти все предметы скип. Спасибо. Идеальный предмет под мою сборку. Всем рекомендую. Кому-то упадет персик, мне упадет эта хрень. Но это норма. Не, и орка этого продам. Ранний уровень лучше возьму. И будет все хорошо. На самом деле, можно немножечко чернокнижников добавить сюда, в эту сборочку. Реально играть через него, добавить сюда чернокнижников, и будет кайфово. Почему нет? Мне все предметы падают на, я так понимаю, на этого. На керри. Закерить хотим. Лучше так пока сделаю тогда. Лучше даже так. Нужен ли мне этот жрец вообще? Со старта, может быть, и понадобится, но потом он мне не понадобится слово совсем. Так, здесь уже фуловые ведьмаки. Угу. Мана у меня нет, поэтому ничего я не смог против них поставить. 46 хп уже имею. Больно, грустно, неприятно. На 7 уровне я буду реально ролиться. Потому что меня просто развалят с такой скоростью, что я даже не замечу этого. Ну, в принципе, боги, чернокнижники можно еще сыграть. Боги, чернокнижники, в принципе, неплохо будет. Я тогда этого пока жреца, наверное, продам. Ты танкуй по максимуму. А эти постреляют немножко. Так, драконы. Драконы мне... Ну вот, кстати, фулового сразу мне прилетел. Чего я ожидал? Ну, выносят меня прям знатно. У меня всего лишь 4 банки, и это прям грустно. У меня мана никакой нету. Еще грустнее. Да, печальное, конечно, известие сейчас. Драконы магии, ведьмаки фуловые, вот чуваку прям нормально так везет. Драконы магии здесь, кунг-фу. С пандой, ну тут кунг-фу, драконы будут какие-то. 4 мага. Это печально. Что у меня сразу минус половина хп было? Только что у кого-то... А, догон там, понял. Можно не так больно. Пожить как-то хочется. Поиграть в эту игру. Пум-пум-пум. Что так тяжело идет все. Ну реально очень тяжело все идет. И лустрик тяжелый. И так тяжело. Так, 4 чернокнижника, окей. М-м. — 32 монеты. Жрецы. Меня смущает фулл маги. Раз, маг 2. Ну, так, короче, 4 мага. Тяжело. Будет, наверное, очень тяжело играть. Хотя есть чернокнижники. На самом-то деле.
Поиграем-ка через них. Раз приходит, то играем, значит, через них, реально. Что там на ману? О, на ману есть, отлично, сюда. ХП сюда. Это сюда, это сюда. Бесполезные предметы, конечно, выпали, но пусть будут. Бесполезные, да не совсем. 4. Что там по банкам? Что вы мне восстановили? Слезы восстановила, конечно. Конечно, восстановила слезы. Очень мало восстановил КП. А кого мне шотнули? Я даже не увидел, как мне шотнули. Вот объективно. Давай мана плюс 40. Ладно, мана плюс 50 тоже пойдет. Вот сейчас плохо, кстати, то, что тут пак живой, потому что он мне, во-первых, режет весь урон. Ну и происходит такая тема. Я и подняться не могу. Апнуться. Ничего сделать не могу сейчас. Как-то усилить себя я тоже не могу нормально. Замкнутый круг. Надо двойки. И нужно апать этого персонажа. Сейчас просто придут какие-то ведьмаки, у меня просто не будет шансов даже ничего сделать. Тут еще 6 магов есть помимо этого. Но опасаюсь больше это драконов, которые вот сейчас присасываются к моему персонажу, и я ничего сделать не могу. Отхил, конечно, есть, но все равно вот у меня есть вот этот черт на паке. Просто всю игру бокопорит мне. Надо будет против него предмет 4-го тира, иначе я вообще выносить ничего не буду. Так, спасибо, я выиграл, хотя я не хотел. Не хотел я выигрывать, не хотел. Хотя это лучше, чем проиграть. Будем объективны. Так, скилл вайпера стырил. Но мне бы такое... Не знаю, посмотрим. Банша будет приходить, будет хорошо. Не будет, будет плохо. И мне на самом деле нужен 9 уровень, я тогда фолловых чернокнижников выставлю, и будет намного приятнее играть. У меня сейчас есть раз, и все. Да, мне не хватает чуть-чуть. И двоек бы мне. Вот если придет весь стол в двойку, вообще будет все, в принципе, неплохо. Немножко. Не уйдя... О, ну да. Время постоять АФК. Вот сейчас, конечно, есть урон, но он сейчас слабый будет очень. Да, чернокнижники меня вынесут. К сожалению. Но хотя бы минус 5. Минус 5, не минус миллион в лицо. На самом деле, можно было бы из инкама выйти, но мне просто не хватит на уровень еще один. Если бы я был уверен, что я смогу сразу себе 6 чернокнижников поставить, то я бы, в принципе, ну, без угрызений совести бы это сделал. Но мне просто не хватит. Вообще не хватит, я бы так даже сказал. То есть, в принципе, в следующем раунде я и могу получить неплохо. Там маги-драконы будут, это смущает меня на самом деле. Не знаю, броня 4-го тира мне прямо очень надо будет. Тяжело. Нереально тяжело. Ситуация худшая из худших. Мне бы апгрейд в виде вот этих вот персонажей двух, вот, чтобы СФ апгрейднулся, чтобы алхимик апгрейднулся, потому что тогда от моей банши не отстанут. И все будет шик. На самом деле, давай ты стан закинешь сразу. Хочется, чтобы ты мне стан закинул сразу. Вот, чтобы вот этот вот дядя закинул стан. Все было шикарно. Банш, что ладно, мы как-то найдем. Мне сейчас нужно будет уровень взять 9. На 9 уровне я смогу себя чувствовать немножечко поувереннее, потому что у меня будет апгрейд какой-никакой. Плюс у меня full 6 чернокнижников будет, хотя маннергена у меня мало.
О, кристалл мана, отлично. Это уже радует. Понятно. Чуть одну хрень не сделал. Мне не хватает же еще одного чернокнижника. Вот, теперь хватает. Чуть не апнул себе 9 уровень, при этом не имея 6 чернокнижников. Вот это было бы мем. Вот это было бы хорошо, да? Бред получил. Ну, лучше. Косу возьму. Мне урон нужен. Без урона я ничего не смогу сделать, а с уроном хотя бы могу. Хекс как... Это как назло. Еще и безруж сверху накинула. Ой, какая красота. А вечно безруж будет висеть или как? Или может что-то поработает чуть-чуть? Да просто дикость только же была на самом деле. Я не понял какого, ну, одного... А, кстати, минус реген у чувака есть. Я не понял, каким образом у него обезруж. Причем такой лютый. Вам нормально? Мне не надо, чтобы вы так делали расстановку. Ой, вот это вот дело, вот этого надо убивать сразу. У него там перевоплощение, он мне вообще не нужен. Даже игра моего не нужна такого. Можно как-то так расстановку, конечно, сделать против магов. Но против магов единственное, что мне поможет, это БКБ первое, а второе мне поможет иконы. Потому что тут есть кунг-фу, которому просто наплевать на меня. Он мне только что чуть всю хп не снес. 5-100 урона. Ну, в магах окей, нормально. Но вот сейчас поставить себе Марс, у него будет 4. Нужен апгрейд. Вот такой хотя бы. Сейчас просто безоружие будет кидаться не на нее, а на него. И меня это устраивает. Тут еще вот чувак, который полностью на этих играет. Я не знаю. Жестко, конечно. Ведьмаки для меня проблема. Маги-драконы для меня проблема, потому что я если не успею нахилиться, не успею натырить здоровье, будет все больно, не прекрасно и не круто. Хорошо, что сейчас пак хотя бы меня немножко не напрягает. Напрягал бы еще и пак сверху, было бы вообще замечательно. Тройку банши бы пришла, было бы еще легче. Но это вряд ли. Мне теперь предметы 4 тира нужны. Предметы 4 тира нужны. Тут есть Зевс. Есть Варлок. Есть Некр, кстати. Я забыл за него вообще. Забыл, что он вообще есть. Так, возьму, сделаю так. Мне нужно просто немного апгрейд. Просто без апгрейда очень тяжело. Жалко здесь, кстати, нету бога. Бога Хана нету. Было бы попроще. Бог Хан был бы как-никак кстати сейчас. Тяжело игра идет максимально. Драконы маги, которые вы не выносите, там чувак просто на 9 уровне себе нашел. Не, ну если я сейчас броню экзорцизма найду, в принципе, я буду переживать этого дракона мага. Просто шмотки на самом деле мне вообще не айсовые упали. Так сказать, не под игру. Какую?
Все-таки магия драконов очень сильная. Сейчас, как назло, мне выпадет дух пятерка. Вот хотел на духах сыграть. Дух пятерка выпадет. Ну, прям идет. Не то, что мне надо. Спасибо. Ну, хоть на этом спасибо. Не знаю, конечно, взял сопротивление к магии. 30%. Что у меня есть подозрение, что это до одного места все равно. Ну, попробуем. С чем черт не шутит, как говорится. Апнуть не могу. Полуорки убийцы. Прекрасно. Маг-дракон, маг-дракон, маг-дракон. Потому что здесь что? Потому что здесь есть дракон. Дракон Жакира. Тяжело. Все очень тяжело. Мне нравится то, что когда ты играешь через богов чернокнижников, и у тебя Кирибанша, она может хилиться. Когда ее там застанет, либо что-то еще, она просто будет хилиться. В контроле этого всего. Ну и минусов тоже недостаточно. Прям много минусов. Больше, чем плюсов. Это однозначно. Минусов у нее там просто вагон и тележка еще одна. О, Тайда скилл, кстати, стырил. Отлично. Стан мне нужен. Если сможет закастить, будет прекрасно. Я сейчас, если что, такую расстановку сделал, потому что там есть магия, есть стяжка. И, в принципе, там вообще все по жесткому. Вот реально по жесткому все. Раз маг, два маг, дракон. Короче, маги дракона из-за того, что есть там еще 9 драконов. О, 9 магов, точнее. Ну, бездарь, а не Рубик. У меня Рубик тупо не смог закаститься. Вообще. Так, мана. О, отлично, сейчас у меня мана должно быть хватать просто вдоль и поперек. На все должно хватать. Сейчас со старта мне должна быть фуловая мана. Гирыч. О, кстати, персонаж этот хороший. Сюда иди. Да, ведьмаки морские. Хо-хо-хо-хо. Раз маг, два маг. БКБ нет. С БКБ было бы приятно, но мне и манореген нужен. Потому что без манорегена, как вы видите, я вообще ничего не кастануть не могу хорошо. Это очень плохо. Тут как бы есть все. И 30% сопротивления магического появилось. Хоть грамм. Ну кастани уже твой свой скин. Ну кастани. Почему не кастишь? Вот объясни мне. Почему ты такой нехороший человек? Почему ты не закастил эту способность сейчас? Вот скажи мне. У него классный скилл. Скилл Тайда. Он просто закастить его не может. Горит немножечко. Мне просто еще горит от того, что мне предметы не очень пришли. Давай ману плюс 50 скипни, может что-то выпадет. Ну, классно. Не, ну, кстати, ну, там маги-драконы. И от этого предмета импакта как-то не будет. Реально не будет. Хотя... Так, ну я закасил сейчас способность, окей. Скилл тайд, тайд, короче. Тайда скилл тоже закасился, окей. Так, этого вынесли, окей.
Мне на самом деле сейчас просто БКБ нужно, и под БКБ будет вообще все прекрасно. Тут морской фуловый. Ну, тут есть и этот персонаж. Почему он ведьмаков не выставил, непонятно. Но он, скорее всего, просто сейчас соберет себе фул морских, и будет вообще все как прекрасно у него в жизни. Мне на самом деле сейчас нужно БКБ. Это раз. Броня экзорцизма 2. Бессмертие 3. Короче, такие предметы серьезно мне нужны. Но сделать я, кстати, ничего не могу. Без других предметов мне будет очень хлопотно. О, яйцо. Отлично. Конечно, вот так вот, как я сейчас ролил, так лучше не делать. Потому что вот если придет такое вот яйцо, то апнуть я не смогу. Что мне делать потом? Я на самом деле, я магов могу переживать не только благодаря БКБ. Просто БКБ мне даст уверенность. Но лучше всего, наверное, броня экзорцизма сейчас придет. У меня 65% сопротивления к магии, мне, в принципе, более-менее норм. Но не идеально. Броня экзорцизма мне даст, кстати, больше. Потому что она и пака скинет скилл. И не только. Возьму цепочку. Цепочка очень сильный предмет, его вообще не стоит недооценивать. У меня сейчас мана будет всегда фуловая. Благодаря этой цепочке. О, отлично. Тогда эту ману плюс 30 я тебе отдам. И, кстати, расстановку надо поменять. Я что-то немножечко сейчас момент этот упустил, но надо расстановку поменять, чтобы посередине поставить. Почему посередине? Потому что есть чувак, вот этот мой, который имеет скилл Тайда, станчик. У него сейчас будет 7 секунд КД, но 3,5 стан. Был бы в тройку, естественно, у него был бы огромный стан. Но! Плюсов море. Ладно, чтобы он просто закастил. Я ману-то плюс 20 убрал. Вот кольцо магии, еще одно. Кстати, кто не знал, кольца магии стакаются. То есть мне как-то раньше написали, что... В смысле? Кольца магии стакаются? Серьезно? Вот, кто не знал, вот, просвещаю. Ну вот, что делать? Наверное, плащ-невидимку накинуть. Плюс 40 маны у него есть, плащ-невидимки нет. Вот так. На самом деле такая очень потная катка. 9 магов, 5 драконов. Я бы сказал, что это овер тяжелая катка. Тут я сопротивление повысил, тут сопротивления у меня достаточно. Давай закасти. Ну, живи. Давай живи, я тебе говорю. Вот из-за того, что пак тут есть, у меня проблема огромная. Живи. Живи просто. Я откис. Какая боль. Это боль. У меня просто, ну, я не уследил за игрой. И не увидел то, что там у этого чувака, где он, вот этого чувака, есть вот этот вот предмет. Его мало кто пикает. Но в этом случае его пикнули и прям идеально пикнули. И мне надо было просто поменять расстановку. Я бы поменял расстановку, у меня бы чел закастил скилл Тайда, и было бы все прекрасно, но... Но на самом деле игра эпичная вышла. Топ-3, почему бы и нет. Топ-3 тоже хорошо. Не идеально, конечно, но вытащить такую катку, я думаю, похвально. Хотя, просто один пак руинит любого керри. Даже в гритерах. Ну, обидно, короче. Обидно. Обидно. Ну, жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свой лайк, комментарий, также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.